Регулируемые ушные фиксаторы, отличная эргономика, приятный материал, гибкая посадка, простое управление, защита по стандарту IP68, 11-мм динамические драйвера, поддержка технологии BESS-UP, активное шумоподавление, функция прозрачности, время автономной работы до 12 часов на одном заряде наушников и до 48 часов вместе с боксом. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore Sport X20. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, притом X10 были топовыми, обзору, разумеется, на канале, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартной для данного производителя коробке. Выглядит она информативно, на ней есть изображение, название и краткие характеристики у модели. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство пользователя, кабель для зарядки Type-C и комплект амбушюр разных размеров. Качество амбушюр неплохое. Вес бокса 42 грамма, а вес одного наушника 6,5 граммов. Габариты бокса 64 на 61 на 29 мм и габариты наушников 21,6 на 20,4 мм. Звуковод круглой формы с металлической сеточкой и, разумеется, выступом для удержания амбушюр. Его размеры 5,9 на 2,6 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме и подписаться на Телеграм-канал скидок. И все, вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Начнем. В продаже есть черная, белая и зеленая расцветка модели. Зарядный бокс X20 изготовлен из матового тактильно приятного пластика. Собран бокс отлично, но люфт у крышки очень заметный, а шарнир пластиковый. Корпус не особо марки, но царапины и потертости на нем появляются практически моментально. Бокс не компактный, что неудивительно, учитывая тип наушников. В кармане же он слегка мешается, но не критично. Далее на корпусе расположили лейбл, разъем для зарядки Type-C и LED-индикатор, который находится в кнопке для открытия крышки бокса. Если посильнее нажать на кнопку, то наушники приходят в режим сопряжения. Открыть одной рукой бокс можно легко, крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Хлопок глуховатый и приятный, внутри бокса расположили маркировку Left и Right, краткую информацию и 2 горизонтальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют. Магниты, удерживающие наушники в боксе, неплохие, и если попытаться вытряхнуть наушники из бокса, они не вылетят. Переходим к наушникам. Большая часть изготовлена из матового пластика, остальная из глянцевого. Дизайн мне импонирует в целом, как и у прошлой модели, но X20 стали, как по мне, удобнее. На наушниках, как вы могли заметить, есть силиконовые заушины, они несъемные, к сожалению, при этом отлично регулируются в соответствии с особенностями уха. Можно выдвинуть их на 4 мм, а также повернуть на 30 градусов. Сборка хорошая, да и материалы по мне отличные. Посадка в ухе комфортная и надежная, из ушей во время пробежки они не вылетают, при длительном прослушивании музыки лично у меня уши не уставали и заушины не натирали. Далее на корпусе расположили по 3 микрофона на каждом наушнике с технологией шумоподавления, логотип, контакты для зарядки и 2 механические кнопки, что для многих будет плюсом. Из команд на борту play-пауза, регулировка громкости, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента и переключение между обычным режимом шумоподавления и режимом прозрачности. На нажатие откликаются наушники отлично и быстро, в приложении можно полноценно настроить управление, но не сказал бы, что оно удобное. Некоторые команды сопровождаются системными звуками. Летим дальше. Оснащены наушники 11-мм динамическими драйверами и технологией BESS-UP. Активное шумоподавление в наличии, как и функция прозрачности с режимом речи. ANC имеет ручную настройку с 4 режимами шумоподавления, а также есть адаптивный режим. Настроено ANC хорошо, как и все его режимы. В паре с пассивной шумоизоляцией данного ANC достаточно для того, чтобы наслаждаться музыкой даже в шумных местах. С включенной функцией прозрачности можно без проблем разговаривать с собеседником на улице, не снимая наушники. ANC как функция прозрачности могут работать даже с одним наушником, но настройка в данном случае недоступна. Для ANC функции прозрачности также есть технология защиты от шума ветра, которая также хорошо отрабатывает, но звучание становится менее качественным. Далее, заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному наушники работают и при подключении бесшовное. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством, полноценный мультипоинт на борту, в отличие от прошлой модели, но вот сенсоров приближения как не было, так и нет. Далее, полный цикл зарядки бокса занимает 2 часа 15 минут, беспроводной зарядки не завезли, наушники же заряжаются по моим тестам около 1 часа 15 минут, заявлено 12 часов автономной работы на одном заряде наушников и до 48
8 часов вместе с боксом. У меня же отыграли наушники на 70% громкости по кодеку AAC без включенного ANC 7 часов 55 минут, а вместе с боксом они проживут около 32 часов. Быстрая зарядка на борту, 5 минут подзарядки дают 1 час 30 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость только у наушников класса IP68, я купал их в воде, по итогу с ними все в порядке, весь функционал как работал, так и работает. Плавать, конечно, в них я не советую, но в остальном они не должны погибнуть от воды, влаги или пыли. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Soundcore. На главной странице с подключенными наушниками мы видим заряд бокса и наушников по отдельности, но не в процентах, что, конечно, не совсем удобно. Далее есть окошко для настройки ANC и функции прозрачности, вкладка «Звуковые эффекты», в которой можно обнаружить функцию объемного звука, персонализированную настройку, Hear ID, 22 отлично настроенных эквалайзера и 8-полосный кастомный эквалайзер, на который данный аппарат кликается корректно, так что настроить звучание вручную можно без проблем. Всего можно создать 15 кастомных эквалайзеров. Функция Hear ID — это упрощенная кастомизация звучания с учетом ваших предпочтений и остроты слуха. Мне понравилось, как реализована данная функция, так как после первой же настройки я получил более объемное и приятное звучание, если сравнивать со стоковым. Что касается технологии объемного звучания 3D, то оно однозначно на любителя. Как по мне, с этой технологией звучание становится слишком активно, но при этом играть в игры на смартфоне и смотреть фильмы с этой технологией очень круто. Далее в приложении есть настройка управления, вкладка с дыхательными тренировками, настройкой звукового сопровождения и даже пользовательским режимом. В настройках модели можно пройти проверку прилегания наушников, настроить автоматическое выключение, воспользоваться звуковым поиском наушников, включить виджет для смартфона и обновить прошивку, которая, к слову, мне уже прилетала. Из интересного в приложении также есть функция «Белый шум». Летим дальше. Связь с устройством они держат хорошо, через одну стену не отваливались, как и через две. Да и на улице фризов я не наблюдал. Из кодеков на борту AAC и SBC задержка на YouTube незаметна, как в целом и в играх. Но режима низкой задержки в данной модели отдельного нет. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают отлично, сильного перегруза и искажения голоса не было. Я бы сказал, что в этой ценовой категории они показали себя не хуже, но и не лучше, чем другие ТВС-наушники. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Soundcore Sport X20. И по мне работают они довольно неплохо. Опять же, напоминаю, что подобный форм-фактор очень даже многих людей устраивает. Для примера, у меня, допустим, сын в подобных наушниках ходит, и ему довольно удобно. Намного лучше отрабатывают микрофоны на наушниках на шнурке. Допустим, те же Freelace Pro, вторые или первые от Huawei, или OnePlus-овские наушники, которым уже, наверное, лет 5 модели. Вот так примерно вас будет слышать собеседник, если вы будете использовать Anker Soundcore Sport X20. Звучание, запас громкости есть и достаточно хороший. Мне лично хватает 65% громкости для комфортного прослушивания музыки на улице без ANC. Звучание однозначно басхедное, но учитывая то, что данная пара отлично откликается на персонализацию звучания, оно может быть более нейтральным. Но мы говорим о стоковом звуке. Бас мощный и глубокий, средний бас в наличии, высокие звучат приятно, но им слегка не хватает выразительности. Середина имеет отличную проработку. Звучание быстрое и отлично подходит для тренировок или чего-то подобного. При этом для повседневного использования X20 будут хорошим выбором. Сцена средняя, инструментал различим, но не весь. Вокал как мужской, так и женский отыгрывает данная модель хорошо. Учитывая стоимость, X20 отлично показали себя в плане звучания, а также отмечу, что они имеют хорошее поле для настройки звука. При этом стоковый звук — это не максимум их возможностей. Настройка можно добиться более качественного звучания. Из минусов: нет сенсоров приближения, нет беспроводной зарядки бокса, не отображается
заряд в процентах, слегка неудобное управление, ну и все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Во время распродаж она более чем адекватна, тем более анкера очень часто скидывают свои аудиоустройства, что колонки, что наушники по довольно выгодным ценникам на разных площадках. Как говорится, следите, и будет у вас радость. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там как раз часто я буду это дело выгружать, потому что обычно такие наушники не особо и популярны. Мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи. Резюмирую. Беспроводные наушники Anker Soundcore Sport X20 отличные ТВС-наушники для спорта. Только цена их слегка завышена. Не во время распродаж. Покупаем их со скидками, и все будет у вас отлично. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо вам за просмотр. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.